Я рад вас приветствовать на нашем канале «Гениально все очень просто». И с вами я, Михаил Федорович. Я люблю рассказывать с юморком, чтобы это было легко. Не хочу одевать серьезные там пиджаки, галстуки, там, балахоны. Но в будущем, может, я буду одевать, я покажу вам, что можно трансформироваться. Человек может трансформироваться. Он может здесь быть и Буддой, потом священником, кем угодно. Самое главное, постарайтесь услышать, о чем я буду говорить. Это более важно. Какой костюм я одену, это не имеет значения, если вы будете понимать мою речь, мои звуки. Звуки, о чем я говорю. Тогда, может, вы сможете понимать и другой разум, более высокий, инопланетный. Потому что если человек судит по костюму, он показывает то, что его сознание еще не созрело для восприятия звука, информации. Он судит еще глазами. О, красиво, президент должен выглядеть так. Это в сознании человека. Понимаете? Это вам внушили, что это модно, это правильно. Вот так должен выглядеть тот человек. Святой должен выглядеть только в рясе. Или только как Будда сидит. Ну, как я сижу там, только еще на возвышенности, в храме. Или кришнаиты. Да, это все красивое проявление Творца. Оно прекраснейшее в своей полноте. Потому что все религии, так или иначе, религии, верования – это подготовка сознания к большему. А также многие души, кто уже в этих религиях, верованиях, учениях, они уже также созревшие. Но это немногие. Малое количество, но есть. И они не выходят, они продолжают же в этих эгрегорах, там называют их кто-то. Ну это не важно, все названия это не имеет значения, смысл один только, человек созрел или не созрел. Вот и все. Но в моей ситуации я благодарен судьбе, что мне не надо одевать рясу и рассказывать всем в рясе. Я могу уже свободно доносить свою информацию, точнее не мою информацию, которую мне дают. Этой информации нету, потому что перед тем, как включить камеру, я даже не знаю, о чем я буду говорить. У меня не подготовленное. Многие ребята говорят, почему бы тебе, Миш, не записать там на бумажке, какую-то речь выставить, чтобы правильно доносить. Да я не знаю, вот потому что я записал, но меня сразу, я разговариваю, у меня мысли переключаются на другие, и оно идет так спонтанная информация. Но когда она идет спонтанная, я понимаю, что это более разумно для вас. Почему? Потому что оно воспитывает ваше сознание, что человек, разговаривающий с вами, но я своего рода работаю как возбудитель вашего сознания. У меня может перескакивать с одной информации на другую. Резко. Но у человека, сознание ваше, которое многие смотрят меня, создается впечатление, что я не довожу мысль. Но оно работает как возбудитель для вашего сознания. Оно возбуждается, оно просыпается. Если я буду рассказывать вам монотонные красивые речи, вы это не будете воспринимать. И вы так же само услышите те слова, которые я говорю, как миллионы других людей говорит. Доносит, потому что очень много людей просыпается. Есть прекрасные, я включаю на YouTube, есть пару человек, которые слушают, он говорит тут просто как маслом мажет. Его просто так можно слушать, он говорит, да, да, ты совсем согласен. Совсем. Ну, в такой ситуации, как я понимаю, о чем многие люди говорят. Но он говорит сладко. Речь супер. Ну и если когда после просмотра даже я такой, Миша, о чем была речь? Я помню, что было сладко. Больше ничего не помню. В моей ситуации я работаю спонтанностью. Что дается, то и говорится. И даже что об этом буду говорить, я этого не знал до того, как я об этом начал говорить. Я вам говорю честно. Инопланетяне.
Наше сознание здесь полностью под управлением более высокого разума. У всех. Для чего? Чтобы ваш огонь разгорелся, чтобы ваши души напитались и своего рода они стали автономными. Автономны в тяжелых условиях нелегко разгореться. Очень тяжело. Почему я это понимаю? Потому что этот процесс нелегкий происходил с моей душой, с моим опытом жизни. Очень коротким, но насыщенным. И также эта информация не для всех, кого... Многие это не поймут, потому что еще не созревшие, им это не надо. И это нормально, потому что 85% населения Земли спят. И это естественно. И это прекрасно. Прекрасные дети Божьи. Тут нет ни плохого, ни хорошего. Это естественно. И никто не лучше, никто не хуже. Каждый проснется в свое время. Учителя, которые воплощаются здесь на Земле, с более высокого разума. То есть, это тот разум, который уже разгорелся как огонь. Он только падает, этот огонь, на Землю, проходит время, и он сам разгорается, как естественным образом, потому что в нем это уже заложено, он вжух, разгорелся, значит, у этого огня был опыт, или неважно, многие называют это реинкарнацией, многие называют... Для нас это столь неважно, для людей. Каким он был, где он был, какая земля. Важно, что он говорит. И важно, что если он может вас это распалить, осознание, понимание, и возбудить ваш мозг, тогда это хорошо. Цель возбудить сознание ваше, чтобы вы понимали, что эта игра не единственная, что здесь надо учиться. Вот в полном смысле слова здесь надо учиться. Учиться любить. Учиться осознавать. В этом теле, в этом условии. Это же все сделано как в игре. Вот в этом теле, каждый находится в разных телах. Каждый занимается разной работой. Научиться в тех условиях, которые вам дал Творец, и ваше сознание знало, что с вами будет до рождения. Своего рода, как воплотилось в аватар, оно приблизительно знало, что с вами будет. Вы воплотились, и ваша задача научиться на этой планете Земля коммуницировать. Да, нелегкие условия, да, вот как раз все, когда губит, это искра упала на Землю нелегкого возгорания. Но поверьте, когда вы сможете разгореться сами в себе, когда вас зажгет и овладеет вами огонь изнутри, вы поймете, что эта Земля ничем не хуже. Кто живет на Марсе, еще где-либо, в каких-то измерениях. Если они там живут, это не значит, что все одинаковые там. Если у них технологии, они летают на тарелках, это не значит, что они все развитые там. У них тоже происходит там, они живут дольше, да, некоторые дольше, некоторые меньше. Но у них происходит так же само поднятие ихнего сознания. Они начинают с нуля. У них там информация своя впичкуется. Но и у нас на Земле. У всех разное сознание. У них так же само. Ученые у нас, которые работают с инопланетными, у них другое сознание. Не такое, как кто меня смотрит. Потому что у этих ученых туда не допускают всех людей. Также в инопланетных сознаниях. Не все допускаются для коммуникации. Допускаются, кому надо допускаться. Но о чем я говорю? Чтобы люди туда не гнались, не боялись ничего, что кто-то существует. Надо понимать, что мы вечные и нескончаемые. И этот огонь может нас разгореться только не осуждением. Не осуждением ближнего. И того, что дал Творец. Вот эту игру, эту всю игру дал Творец. Если человек не осуждает, в нем автоматически накачиваются духовные мышцы. Это каждодневная работа. В нем накачиваются духовные мышцы, и только после определенного времени этот человек
может осознать эту всю глубину понимания Творца. У него теряется страх, исчезает. Он понимает, что смерти нет, есть переходы. С одного состояния в другое состояние человек переходит, он не умирает. И он это понимает так же естественно, как вы видите меня сейчас по телевизору. Например, что касается меня, я это понимаю естественно. Я не скромный человек, потому что я артист. Но также я эти понимаю вещи. Я понимаю, что многие, кто смотрит на меня, этого не понимает. Не в том дело, что он слабее или как-то, я не знаю, другие слова какие-то можете придумывать мне, но не надо. Нет. Потому что есть информация, это как танцевать. Я могу сесть на шпагат, другой не, он не хуже, просто он не занимался этим. И все. Только разница в одном. Я этим занимался, уделял этому внимание. Потому мне и получилось сесть на шпагат. Если бы я этому внимания не уделял, я бы не смог бы сесть на шпагат. Это касается духовных знаний так же само. Если человек этому уделяет внимание, в нем все разовьется. И он поймет глубину сознания Творца, о чем я говорю. Это можете вы сами только в себе разбудить, пробудить и дать жизнь новой жизни. Это та жизнь, которая выходит из вас. И вы даже не знаете, что эта энергия существует в вас. Она просыпается. Она становится естественной. И мир воспринимаешь не плоско, шаблонно. Это правильно. Ты воспринимаешь игру как 3D. И она преобразовывается. Ты на каждую ситуацию можешь смотреть с разных сторон. Как, знаете, вот четырехугольник, он крутится, ты смотришь с разных сторон. Многие воспринимают информацию плоско. Когда человеку приходит осознанность, он может видеть мир с разных сторон. Но также он понимает, кто смотрит плоско, он видит только одну грань. Когда человек приходит в осознанность, и человек сказал одно слово, например, будь то мне, будь то кому-то, ты видишь это слово как в 3D. Вот ты услышал слово, а у тебя целая книга знаний распечаталась. Это неописуемо. Это очень фантастически и завораживающе. А также это инопланетный разум, как наладить связь с вашим высшим Я. Кто-то называет инопланетный разум. Это очень тонкие вещи. А также, как много людей придут и будут на этом бабло зарабатывать, вас тоже доить. Многих просвещенных и непросвещенных. Сейчас это становится популярно. Кто там общается, они там школы создают. Человек не сможет общаться с инопланетным разумом, если человек не созреет нравственно. Ни одна душа не сможет говорить с инопланетным разумом. Ее не допустят. Потому что человек должен научиться сначала не осуждать. Что такое осуждать? Вы не можете, чтобы вы не оценивали меня по моей одежде, как я одетый. Желательно слышать, что я говорю, а не как я одетый, как я выгляжу, побритый, не побритый. Это вы понимаете, это упражнение для сознания, чтобы вы могли воспринять другой поток информации. Так оно работает. Я рад вас видеть, слышать. Спасибо, что были со мной. Подписываемся на канал, ставим палец вверх. Я вас всех обнимаю, уважаю и люблю. Хорошего настроения. Пока.